Всем привет! У каждой хозяйки наверняка найдется в доме пара-тройка джинсов, которые лежат без дела. В этом видео я вам расскажу, как сшить из старых джинсов оригинальную и интересную сумку. Такая вещь незаменима для похода в магазин, на прогулку, на пляж и так далее. Я буду шить сумку средних размеров. Для этого мне понадобится верх от мужских джинсов. Из таких джинсов может получиться 2 или 3 сумки. Для начала я подготовлю джинсы к раскрою. Аккуратно отпарю распарыватель ремень, шлёвки и кожаный патч сзади. Позже кожаный патч я нашью на готовую сумку. Лейбл с внутренней стороны ремня мне тоже понадобится. Затем с двух сторон я распарю боковые швы. И от верха джинсов по бокам отмерю 30 сантиметров. По этим меткам с припуском на швы я отрежу верхнюю и переднюю часть джинсов от штанин. Затем с двух сторон по ровной линии я отрезаю гульфик от джинсов. Вот из таких двух деталей с карманами я буду шить переднюю часть сумки. Для этого я соединю боковыми сторонами от джинсов 2 части будущей сумки. Соединив 2 части лицевыми сторонами и совместив карманы и заклепки, заколю изделие булавками и стачаю по ровной линии. Отутюжу шов и выровняю сложенные вдвое перед сумки с двух сторон. По этим размерам я сейчас буду кроить заднюю часть сумки. Возвращаю на рабочий стол джинсы и прикладываю к ним переднюю часть, чтобы понять, откуда кроить заднюю. Выкройка идеально легла наверх штанины. Отмеряю нужный размер и вырезаю из 2 штанин 2 детали. А также я выпорола 1 задний карман. Основа у сумки выкроена, теперь можно раскроить оставшиеся детали. После завершения раскроя я буду поэтапно стачивать все детали. Для этого ручки сумки я сложу вдвое и заколю булавками. Верхние части сумок я сколю булавками по 2 штуки лицом к лицу по длинной стороне. Теперь можно стачивать. Сперва, аналогично переду сумки, я сшиваю посередине 2 детали задней части сумки. Утюгом отпариваю шов. Далее я сшиваю ручки по длинной стороне. С помощью спиц выворачиваю их на лицевую сторону, заутюживаю и отстрачиваю с краю по лицевой стороне. Чтобы сшить вместе верхние части сумки, я вложу между 2 половинками верха готовые ручки и заколю их булавками. Сшиваю их. Аналогично делается вторая часть верха. Далее я подготовлю дно сумки. Для этого я скалываю вместе булавками изолон и джинсовое дно. На время отложу его в сторону. Далее на заднюю часть сумки, на лицевую сторону по центру, я приколю булавками карман, а также приколю булавками к передней и задней части верх сумки с ручками. Пристрочу карман и верх сумки к основам. Швы тщательно отутюжу. Далее я сложу вместе лицевыми сторонами обе половинки сумок. Очень важно, чтобы все швы совпали друг с другом. Аккуратно заколю булавками и прострочу по бокам. Снова тщательно отпариваю швы. Осталось пришить донышко, и сумка почти готова. Для этого я ровно по центру прикалываю донышко к низу сумки. Нижний край сумки должен лечь впритык вокруг донышка. Пристрачиваю дно на машинке. Затем я очень аккуратно срезаю уголки, оставляя всего несколько миллиметров от строчки. А также, отступая примерно 5 мм от строчки, я подрежу кромку. Это делается для того, чтобы дно у сумки легло очень ровно. Выворачиваю сумку на лицевую сторону и через влажную тряпку отпариваю швы. Утюг должен быть не сильно горячий, иначе изолон может расплавиться. Следующим этапом я пришью молнию к сумке. К свободному краю сумки я прикалываю молнию булавками с обоих сторон. Затем пристрачиваю ее на машинке и снова тщательно отпариваю швы.
Сумка почти готова. Осталось сшить и вшить подклад. Для этого из подкладочной ткани я выкраиваю по размеру сумки сложенный вдвойне подклад, а также 2 длинных кармана, каждый из которых в свою очередь будет делиться строчкой еще на 2. Карманы я уже подготовила, заутюжила их с 4 сторон и с верхней стороны, дважды подогнув, отстрочила. Затем я приколола карманы булавками с лицевой стороны чуть выше центра подклада. И мелом разметила линию, которая будет делить карман на 2. То же самое я сделала с другой стороны. Затем пристрочила карманы на машинке. А также по изнаночной стороне отстрочила боковые швы подклада. Чтобы дно подклада не было плоским, я с 2 сторон подклада по изнаночной стороне застрочу уголки по длине, равные ширине дна сумки. Ну вот, подклад готов, осталось его вшить. Но перед этим я поменяю в машинке нить на светло-коричневую и пущу декоративную строчку вокруг дна сумки и в том месте, где пришиты ручки. Чтобы вшить подклад, я вставляю его в сумку изнанка к изнанке и тщательно фиксирую его булавками со всех сторон. Затем я накрываю срез подклада верхом с молнией. Очень аккуратно, прямо в шов, прикалываю булавками. И не менее аккуратно, декоративной строчкой, я пришиваю подклад верхом с молнией к основанию сумки. И последний штрих. Я вручную пришиваю лейбл к монетному карману и кожаный патч вниз сумки. Сумка полностью готова. Оригинальная, стильная, удобная и практичная. Она непременно будет вами любима. А в одном из следующих видео я вам расскажу, как сшить маленькую джинсовую сумку из остатков этих же джинс. Успехов вам в рукоделии и до новых встреч! Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.